Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гордио. Я сегодня хочу немножечко отдохнуть, и мне бы хотелось на самом деле поиграть на мете, поэтому знаете, что я хочу поиграть? Я хочу поиграть, наверное, на шаманах, хоть не пришел со старта нежить, но, наверное, все-таки поиграю на шаманах через, наверное, кунг-фу, либо же через магов. Ну, тут же как будет приходить, от этого и будет зависеть. На самом деле хочется поиграть именно, знаете, таком просто на расслабленном геймплее немножечко, поэтому... Либо же шаманы-маги, либо же кунг-фу плюс чернокнижники-маги, ну, либо же через шаманов. Короче, просто хочется сыграть на мите, кайфануть, не париться, и все. Вот это как бы такое, знаете, небольшое мое желание. Вот панда, кстати, пришла. Отлично, приходит мне улучшение, значит буду играть на ней. Не будет, ну и ладно, значит не захотелось, чтобы... Не захотелось, чтобы оно пришло. Не беда, ничего страшного. Как-то поборемся с этим. На самом деле, для чернокнижников здесь просто обалденная фигура. Здесь есть Варлок, здесь есть Энигма. Прям такие шикарные. На самом деле, здесь еще можно сыграть через богов. Тоже будет прикольно. Боги-маги, например. Хотя... Ну, боги-маги, конечно, было бы прикольно. Просто законтрить богов плюс магов намного легче, чем, допустим, тех же самых кунг-фу. Если реально так судить, то намного легче законтрить этого богов плюс магов. Хотя... Не, ну тут шаманы есть, по-любому здесь будет еще тоже шаманы, кроме меня, поэтому играем на шаманах плюс магах, а там уже посмотрим, как это будет идти. Хотелось бы мне начать через лустрик, но если мне придет кунг-фу, то, естественно, я буду через кунг-фу играть. Не буду там, знаете, через лустрик, либо придумать какой-либо еще велосипед, поэтому играем от того, что приходит. А там уже посмотрим. А еще, ребят, мало, я уже говорил в одном из роликов, но мало кто знает, у нас в телеграм-канале есть чат. И у меня есть идея создать комьюнити. Поэтому, кто еще не присоединился к моему телеграм-каналу, поэтому присоединяйтесь, ссылка в комментариях закреплена. А еще я бы хотел попросить вашей поддержки в виде лайков и комментариев, потому что каждый лайк и комментарий помогает мне развить мой канал. И поэтому, чем больше лайков, чем больше комментариев, тем видос лучше заходит в тренды и тому подобное. Поэтому не поленитесь уделить свою минутку времени и оставить лайк плюс коммент. Поэтому, ребят, огромное спасибо, кто это сделает, уделить свое время. Вот. Что у нас приходит? Что мы видим? Раз панда, два панда, три панда. То есть 3 панды. У меня она пришла на втором раунде. И я бы хотел, чтобы сейчас каждый из вас, там, не знаю, запомнил этот момент и посчитал, через сколько же мне придет панда, которая мне нужна. Допустим, мне нужна панда-шаман. И на самом деле, знаете, если придет панда-шаман ранее, и придут ранние волшебники, я хотел бы попробовать забузить панду. Если же не придет, то печально, грустно, но ладно. Не захотела, значит, она приходить. Что поделать? Ничего не поделать. Блин, ну, на самом деле странно, пока это приходит. Пока так будет. На самом деле я не вижу смысла гнать в тройку вот этого шамана, потому что он будет стоить, по-моему, не 2 монетки, а 3 монетки в тройку, или 4 монетки. Ну, короче, слабовато гнать его в тройку, поэтому я не вижу смысла его гнать. Это чистая трата денег и занимает места очень много. Если бы чисто как юнита обычно, то да, был бы огромный смысл, потому что 8 секунд хекс и 8 секунд КД. И на самом деле собрать бы каких-то богов, не знаю даже с кем, и его, было бы довольно прикольно. Кстати, вот Марси чуваку пришла. Я бы на самом деле тоже хотел бы себе Марси. Очень сильный персонаж. О, сейчас двойной стан будет. Кстати, мне вот интересно, двойной стан работает? То есть 2 раза скилл юзается или 1 раз? Ну, судя по всему, 2 раза юзается. Тык-тык-тык. Просто я не заметил сейчас, 2 раза залетел этот скилл или 1 раз. Если 2, то это 150 урона. Ну, как бы, ну, сами понимаете. Нормально так по чердаку прилетает. Опа, 1 волшебник есть. Хорошо. Так, этого убираем. Вот этого тоже уберем бога пока что. Мне нужен он и нужен демон. Так, Честер, смайлик такой красиво нарисовал. Знаете, я очень сильно удивлюсь, если в этой катке не будет каких-то ребят из мед. Но я более чем уверен, что будет, потому что здесь еще один шаман сделал в двойку. И есть ТБ. И тут по-любому, ну вот, тут панд куча. А можно мне панда-шаман придет? Ну уже как бы пора, уже время там. Ну, пора выйти погулять, не? Ну, по-моему, пора. Вам так не кажется?
Мне кажется, что, по-моему, пора выйти этой панде погулять немножко. Панда-шаман. Если придет панда-шаман, будет все шикарно. Придет не панда-шаман, а туда панда-кунг-фу, будет вдвойне шикарно. Либо же ранние волшебники и убийцы, и тогда я смогу забузить панду в тройку. Убийцу. На самом деле, панда в тройку убийца, она какая-то слабоватая будет. Точнее, не так. Если обузить ее, то будет немножко слабовато, как по мне. А сама панда в тройку убийцы, я думаю, довольно-таки будет сильная, потому что она, во-первых, 400 урона со старта будет иметь. Она, конечно, слабее будет, чем в предыдущем патче. Но, тем не менее, неплохо. Ну, что там по панде, алло? Ну, уже пора, время есть. Ну, время идет, время идет. Где моя панда? О, чувака уже шаман пришел. Два шамана пришло, еще одна из них панда-шаман. У меня со второго раунда стоит вот эта вот панда, и прошло 6 раундов, и я пока что сосу болт на 28. Прикольно, спасибо, классно. Знаете, что мне хочется сделать? Если бы здесь не было О, кунг-фу к чуваку пришел. Ну да, ну да, ну да. У меня просто сейчас нет слов. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Полный бред. Со второго раунда у меня стоит панда, она просто не приходит. Пришла та, которая мне не нужна. Но она пришла, спасибо хоть на этом. Хоть что-то да наныл, как говорится. Недоволен я крайне этим всем. Крайне недоволен этим всем. Ну ладно. Что ж. Знаете, хочется сделать одну тему, и если бы я 100% был уверен, что здесь не будет каких-то шаманов, а они 100% здесь будут, ну кто-то... О, еще чуваку еще одна панда пришла. Ну, не имба. Не имба патча, мы сразу это видим, сразу наблюдаем, что это 100% не имба этого патча. Кунг-фу панда не имба. Короче, не верьте в это все, это лютая имба, и как было, так и остается. Слишком сильная, ну, слишком сильная синергия этого патча. Я бы сказал, даже самая сильная синергия этого патча. Думаю, сильнее синергии уже не будет. Кунг-фу нереально сильная. Как же они обмениваются любезностями? Просто один летит туда, один летит туда. Хорошо, что у меня есть колечко на хапереген. Без него, я думаю, я бы так не выигрывал. Ну, спасибо, шаман, конечно. Ну, какая же еще панда бы не пришла, правильно? Вот это. Зачем какая-то другая? Вот эта вот панда и достаточно тебе. Кунг-фу раз. Короче, здесь кунг-фу будет, там кунг-фу. И 100% скоро уже кто-то ранних кунг-фу соберет. Ну... я хочу резака взять тогда. Может, у меня получится сейчас Тинкера найти, хотя бы какие-то халявные роллы поискать. Хотя на самом деле уже 10-й раунд будет, у меня просто нет той панды, которая мне нужна. Не знаю, я сейчас попробую, может получится у меня забузить эту тему. Хотя можно и эту панду сделать, почему нет? Тройку ее попробовать собрать. Я думаю, будет очень даже сильно. Но только если мне придется все, что нужно. Пока что мне приходит ровно ничего, то, что мне нужно. Так, вот сделаем так. Я делаю так, потому что вот этот демон здесь, ну, максимально бесполезен. Просто максимально бесполезен. Шаманов в этой катке, я думаю, будет просто туча. Ну и, кстати, минус в том, что если я сейчас начну обуздить эту панду через волшебников, то есть огромнейший шанс, что я получу по лицу. Причем очень сильно. 6 магов уж забрал чувак. Вообще не радостные новости на самом-то деле. Ладно, сейчас будем думать, как лучше поступить. В данном случае пока что это вообще не айс. 30 монет у меня хотя бы есть на 10-м раунде, но. Я ничего с этим сделать сейчас не смогу. Я бы мог, знаете, здесь и на нежити сыграть, потому что есть спектра.
Но не могу сыграть, потому что... А толку? Толку? Потому что... Как это правильно сказать? Против меня будут шаманы, против которых я ничего не смогу сделать. И чисто вот из-за этого я не могу, ну, как бы, ничего им противопоставить. К сожалению. Не знаю. Мне не хватает просто одного сейчас юнита. Если ко мне придет сейчас еще один волшебник и демон, то будет все хорошо. Я, в принципе, смогу забузить эту панду, и будет все приятно. Но это если она придет. А я более чем уверен, что она вряд ли придет. И если панда-шаман придет, тоже будет неплохо. Просто уже 11 раунд. Хотя бы волшебники бы пришли. Ради приличия. Это уже, знаете, дело третье. Вряд ли, что она придет. Не хватает, конечно, пандочки вот этой каменной. Кунг-фу. Мне показалось только что на мгновение, что там... Опа, наныл. Наныл, получается. Так, погоди. Мне бы выставить сейчас... Ладно, выйду из инкама, выставлю сейчас так. Синергия 4 панд мне намного сейчас больше нравится, нежели нет. 4... Ну, так лучше. Так, по крайней мере, сейчас будет немножечко получше. Я на самом деле камни хочу, чтобы были. Пусть камни накидывают. Я думаю, так намного жестче. Вот этот предмет, кстати, второго тира я рекомендую каждый раз брать, если у вас есть плотные персонажи. Если вы, допустим, играете через орков, либо через чернокнижников, берите этот предмет. А если вы играете через кунг-фу, то обязательно берите этот предмет. Этот предмет просто шикарный. Он будет разваливать все и вся. Он будет играть за вас, понимаете? Вот в чем прикол. Ой, лондруид. Да что ж такое, ну... Я уже столько монет сролил, а по итогу я не получил демона. Ладно. Где еще тут демон? Сюда. Надо было не ролиться сейчас. Ошибка. Я сделал ошибку, что паролил. Сделал просто ошибку. Если эта панда в двойку придет со старта, будет очень хорошо. Я реально могу через нее сыграть, могу через зверей сыграть по итогу. То есть будет такой, знаете, немного прикольный билд у меня. Необычный и прикольный, если я сделаю ее в тройку. Но если она придет. Но уже просто 13 раунд, у меня как бы 93 хп, это, конечно, прикольно, но должны сами понимать, что это все мелочь. Это очень слабо. Если бы не мои двойки, я бы уже давным-давно откис. А демона нету? Какие фигуры классные приходят, а мне приходится вот это вот заниматься. У меня куча чернокнижников просто приходит. Я бы мог на самом-то деле сделать не магов там, шаманов. Ладно, мне уже не получается, вот реально, мне уже не получается забудить это все, поэтому я играю через шаманов, играю уже как есть, уже приходит то, что приходит, и все. Ничего больше я с этим не смогу сделать. Главное, чтобы она хотя бы в двойку пришла. Да, иди ты сюда. Все, теперь самое главное, это побыстрее брать уровень. Это единственное, что я могу, скажем так, сделать сейчас. Все, я продал сейчас этого волшебника. И самое, знаете, что сейчас будет обидно? То, что он придет. Тот волшебник, которого я продал, он сейчас придет. Это по-любому, это закон подлости, всегда такое происходит. Сейчас придет Гримтач, проверяйте. Нет, пришел другой. Так, отлично. Так, яйцо сюда. Это сюда. Отлично. В двойку пришел, конечно, красава, но обузить я тебе уже не могу. 2 Марси есть. Тоже шикарно, прикольно. Ну и обузить... Ну, на самом деле, я могу сделать так. Так. И, в принципе, все. Что мне еще для счастья надо, а? Ну, только если кунг-фу придет еще сверху, то будет вообще шик. Но если этот шаман будет нормально приходить, то будет хорошо.
Реально, можно на него такие вещи накидать. Он в тройку просто нереально мощный. Просто я могу все свои хп потратить на его поиски. И это ну, вообще не айс. Да не знаю. Посмотрим. Может, я эту панду я оставлю тоже, панду магом. Сейчас посмотрим, как это будет приходить. Будет он приходить, будет шикарно. Реально будет шикарно. Просто будет вести нереально. Честер. Ну, это кунг-фу, то все понятно. Даже ничего говорить больше не хочу, потому что там уже кунг-фу у чувака. Фу. Я бы даже если сейчас что-то сделал, то ничего бы не вышло. Фул кунг-фу контрит полностью все сборки. Кстати, вот эти бутсы, они не работают, если что, на хп-реген вот этих вот камней. Я раньше думал, что они работают, потому что физический урон дают, но сейчас, точнее, недавно я узнал, что оно вообще не работает никак. Но из-за того, что у чувака сейчас кунг-фу, вот просто смотрите, его стол послабее моего, но из-за того, что у него синергия сильнее, он меня разорвет. Просто разорвет, без шансов. Без смс и регистрации, как говорится. Тык. На самом деле очень сильная панда, когда она в тройку соберется. Нереально сильная. У нее хоть никак урона не скелется по камням, но зато ее просто можно такой сильно сделать. Просто. Будет оверсильная панда. Но если все правильно сделать. Логично. Не знаю, может... Наверное, так сделаю сейчас. Как-то так сделаю сейчас расстановку. Эх, посмотрим, что сейчас из этого выйдет. Но там есть кунг-фу. А, ему кто-то сбил винстрик? А, ну сейчас он мне собьет винстрик. У него в двойку как раз чувак тоже. Отлично. А, ну он мне сейчас и лицо оторвет, потому что это же кунг-фу. Не имба этого патча, конечно же, ну вообще ни разу. Не, конечно, это по имбаланс не у меня сейчас, по-любому панда. Но сейчас тычка прилетит, шот. А не. Я думал, что мне сейчас реально шот прилетит. А, там только один кунг-фу. Я-то думал, почему так... Ну, на самом деле, немножко слабо было от него. Я думал, что будет намного посерьезнее. Знаете, что сейчас будет еще обиднее? Если кому-то прилетит шаман пятерка. Вот это будет намного обиднее. Вот у меня сейчас 8 уровень. Ни у кого 8 нет. И проверяйте, как назло. У меня сейчас будет. У меня не будет, точнее, шамана. А вот у моего противника 100% он появится. Ну, это по закону подлости, знаете такое? Не знаю, зачем мне Марси, кстати, в таком билде. Мне нужны маги. Марси это чисто так. Кстати, я так понимаю, предмет... Да, предмет вот этот не работает на хп реген. Я думал, он тоже работает, но нет, он работает это только на обычную тычку. То есть, кстати, вот бусы, цепь кровожадного костянника, или как там, да? Вот, эти бусы работают только на обычную атаку. То есть, на любые предметы, которые физ урон дают и тому подобное, они не работают вообще от слова совсем. И на самом деле это немножко, ну, дисбалансно. Потому что у синергии кунг-фу работает все. То есть любой предмет на урон, синергия кунг-фу работает. А тут какой-то бред. Короче, я не понимаю разрабов, если честно. Я выйду из инкама сейчас и возьму уровень. Я бы на самом деле, наверное, бы взял... Выставил бы даже синергию. Хотя нет, это слабо еще будет, поэтому не буду никакую синергию выставлять. Только что на мгновение подумал, что было бы намного лучше, если бы я выставил себе синергию сейчас, там, не знаю, шаманов. А, чернокнижники кунг-фу. Все, в двоечку есть этот. Забыли. Все, сейчас, смотрите, минус половина хп. О, то, что я говорил. Вот и как играть против такой меты? Да никак. Никак не поиграете. Ничего с этим не сделаешь. Просто получаешь по щам. Ну, теперь как бы и нет смысла, поэтому я могу спокойно сейчас сделать такую вот тему. Выставляем себе 4 шамана и просто наслаждаемся игрой.
Надеюсь, что просто шаманы сейчас будут хорошие. Если шамана будет не айс мне попадаться, то будет вообще печально. Очень печально. И хп реген. Вот так. Все. Теперь, наверное, знаете, что мне нужно? Тут есть один маг. Но он через волшебников хочет себя сделать. Ну, короче, что-то такое непонятное хочет сделать. На самом деле, Гранд Геральт не нужен, потому что здесь есть Зевс. Поэтому, наверное, вот этого я уберу. И если придет Гранд Геральт, я лучше Гранд Геральда возьму как волшебника. Еще сейчас будет самое важное, чтобы мне нормальные фигуры приходили. Мне нужна манта. То есть мне нужно волшебное зеркало. Без волшебного зеркала будет немножко грустно играть. Так, панда еще одна пришла. Хорошо. Хорошо, я, наверное, ее и поставлю сейчас. На самом деле, у меня 9 уровень, и я бы хотел немного паролить. Ну вот после жертвы это, конечно, круто, то что он упал мне. Но просто есть предметы намного поярче для меня. Ну ладно, чем больше таких фигур, тем лучше будет для меня. Наверное, знаете что, я сейчас буду ролиться. Как бы 10 это, конечно, круто. Но если я просто не успею сейчас апнуть 10, хотя, не знаю, пока так приходит. Ну вот, Тракса бесполезная упала сейчас на шаманах. Вот это вот на самом деле бред. То, что когда тебе приходит Тракса бесполезная, это полный бред. Она вообще не нужна здесь. Вот я сейчас буду получать по 10, по 20, по 30 по лицу. Опа, а это уже не бесполезно смотрится. Это сюда. Это сюда. Давай. Вот этот посох можешь себе оставить. А все остальное я заберу. Так. Не знаю, я, наверное, все-таки 10-то возьму. Тут. Но я более чем уверен, что кунг-фу меня просто разорвет. Вот запомните мои слова, меня сейчас кунг-фу будет просто разрывать пополам. Так, я продам Разора. Я сейчас максимально быстро буду брать 10. Слава богу, что там куча двоек нету. Вот только есть вот панда 1, панда 2. То есть 2 кунг-фу. Я очень удивлен, что здесь нету никакого... А, не, Ведьмак есть. Просто он как-то собирается странно. Мне показалось, знаете, на мгновение, что даже нету никакого... Ну, Ведьмака. Это было бы очень странно. На самом деле я просто попутал. Он есть. Просто не повезло чуваку. Но, кстати, вот если бы Дум сейчас задумил вот эту панду, было бы намного проще мне. Но... Он кинул, наверное, Дум сейчас кого-то другого, а в кого я даже представить бы. Ну вот просто Т3 снайпер. Тык-тык, все, покеда. Вот как бы вся игра. Ну, если бы мне, наверное, 3 лича в тройку попались, то тут без шансов я бы вынес как бы эту панду. И все. И на этом бы мы закончили. Но нет. Нужен 10-й. С 10-м станет немножко попроще. Немножко, но реально попроще будет. На 10-м. В двойку даже этот не приходит, это странно. Наверное... Знаете что? Это, конечно, крутые все фигурки, но я бы такой, знаете, Некромикон найти. Цепочку какую-то. То есть, что-то такое бы я нашел. Давайте даже, наверное, рольну пока на 24 раунд. Пинг 1000. Ну, 1000 пинг это нормально. 40 маны, плюс 40 маны в начале битвы. Как бы, да, Silence на самом деле неплохая тема, и я хочу ее взять. Хочу взять, кстати, 40 маны, плюс 40 маны в начале. Это Silence как-никак. То есть, это, грубо говоря, у меня есть мини-шаман, вот этот. Но все равно это слабо выглядит. Это выглядит еще слабо, к сожалению. Да. Трудно. Трудно играть, если честно. Не знаю, я в тройку его не соберу, и я не знаю, насколько польза, когда он в тройку будет. Я бы такой, чтобы его продать. Ну вот видите, фигуры слабые приходят еще. А там есть кунг-фу, и вообще забейте просто. Просто что творит кунг-фу? Вот вкратце. Просто располовинили моих. Просто плюс в том, что я сейчас еще не так много получаю. Но это пока что. Так, 10 я взял, отлично.
Так, сейчас будут мобы. Мобы. И главное, чтобы я их пережил. Мне сейчас нужно найти одного шамана. Ну, желательно двух и ЦМ-ку. И чтоб мне сейчас упала манта. Вот в идеале, чтобы сейчас такое было. Если такого не будет, то будет очень плохо. Я тогда не знаю. Я, может даже ничего и не успею сделать. Надеюсь, ты прыгнешь сюда, потому что мне надо, чтобы ты его застанил. Может быть, когда Варлок вот этот в двойку придет. Но сейчас очень сильно все зависит от того, какие мне придут персонажи. Тут 9 воинов, но на самом деле 9 воинов против кунг-фу бесполезно. Против магов тоже бесполезно. Короче, против всех бесполезно здесь кунг-фу. Ну, эти воины. Зачем он их вообще собрал, непонятно. Реально непонятно. Зачем? Для чего? Может быть, если бы у меня в двойку Варлок был бы какой-то рефрешер плюс Некромикон, то в любом случае все равно кунг-фу бы мне развалили лицо. Что бы я ни делал, кунг-фу мне развалит лицо, если... Ну, если просто мне не придут сейчас нормальные фигуры. Мне нужен Зевс, спасибо, что ты пришел, молодец. Можно со старта поставить сейчас вот этих вот ребят. На самом деле я, наверное, их поставлю. Они не слабые, они очень сильные. Даже в единицу этот персонаж мне будет просто приносить тонну импакта. Опа, опа. И вот так вот сверху. Ну, чтоб мало не казалось. О, спасибо. Просто это шедевр немножко. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Это небольшой шедевр сейчас пришел ко мне. Вот так. И тебе колечко. И ЦМ-ка. Ну все пока что тьфу-тьфу-тьфу, но более-менее нормально на самом-то деле. Сейчас мне просто не хватает одного шамана. Кунг-фу шамана это сильно. Реально очень сильно, если что. То есть без рофлов. Тогда можно будет одного шамана продать, допустим, вот этого. Оставить этих. Ну, сейчас посмотрим, как оно будет. Такое. Зевс. Не, ну так уже как-то посерьезнее мой билд смотрится. Немножко серьезнее, если быть объективным, то немножко серьезнее мой билд смотрится. Но благодаря тому, что у меня есть... Как-никак у меня есть ребятишки небольшие. То все как-то ну, попроще, что ли. О, еще один кунг-фу пришел. Ха-ха-ха. Да что, будем кунг-фу получается? Я на самом деле не знаю. Ну, кунг-фу шамана это стильно. Ну, просто там есть уже один кунг-фу. С хиксом. Все как надо. У меня есть магический билд. Но на самом деле не знаю, может мне тоже придется сейчас... Что там у тебя с пандой? Хекс, урон, Зевс. Тут боги собрались. Ой-ой-ой, сложный выбор. Ну, кстати, Сайленс неплохо сработал только что. Вот быть объективно честным, Сайленс очень сильно сработал. О, кстати, пандочка. А он тоже, что ли, собирает себе кунг-фу шаманов? Маги кунг-фу у него. Ну, тоже сильно у него. У него даже посильнее сейчас выстроить из-за того, что у него манреген есть какой-никакой. А мне в двойку фигуров не приходят. Ладно. Все это, конечно, круто. Но я откажусь от кунг-фу. Как бы грустно это не было. Как бы это не было грустно, но от кунг-фу я откажусь. Есть намного серьезнее ребята, которые могут просто испепелить всех тех. Главное, чтобы они просто сейчас пришли. А то я так рассказываю, они сейчас не придут, и я такой... Не, ну в принципе... Я ничего не говорил. Главное, чтобы еще и ЦМ-ка в двойку пришла, потому что ЦМ-ка это мой мейн манреген. Ой, как тяжело. Бог ты мой. Максимально тяжело. Не, ну это кунг-фу. Ну что я могу сделать? Раз, два, три.
Как же это бесит немножко. Здесь это кунг-фу. Бог, иди-ка ты сюда. Стань-ка на защиту моих прав, пожалуйста. И плюс 40 маны вот так тебе со старта. Ну, чтоб ты не расслаблялся. Мне нужно сейчас полностью сролить все, потому что это полный бред. Апгрейда просто нет. Так, эти уже стоят подороже. Даже дороже тебя, поэтому. Поэтому да. Тебя я в тройку не соберу. Нужен Зевс. У меня уже 8 монет, а Зевса просто нет. Но зато есть хан. Из плюсов. Так, одного я вынес, окей. Окей, одного вынес. Тебе, давай ману дадим. Понял, спасибо. Зевса нет. Это плохо. Но сказать, что это плохо, это все равно, что ничего не сказать. Хотя бы, чтоб шаман этот пришел. У меня расширенного пола никакого. У меня даже ЦМ-ка первого уровня стоит на самом деле. То есть здесь есть кунг-фу раз, два, три. Один через Киру играет. И он будет, наверное, играть, ну, явно не через алхимика, он будет через него играть. Но тут есть Радик. То есть, чтобы вы понимали, насколько сейчас имбалансная кунг-фу. Тебе хватит этих двух предметов, чтобы вынести всю мою синергию. Неважно, у меня будет 6 шаманов, 10, 50, 18, 100 тысяч, миллионов и тому подобное. И тут есть еще один кунг-фу, который через Алое Сердце играет, через все такое. Мне нужен Зевс. Придет Зевс, ставлю вместо него. Игра более-менее, но станет другой. Но не в идеале. Но, кстати, у меня есть хотя бы вот этот вот предмет. Я, наверное, даже его и оставлю. В принципе. На самом деле можно даже поставить... даже можно не магов ставить сейчас фуловых. Вот реально я сейчас так подумал, что можно не магов фуловых поставить. Зевс. Отлично. Но. Можно просто реально агро ставить. О, пусть будет. И это пусть будет. Короче, смотрите. Мне нужен Зевс, но мне нужен, наверное, второго уровня этот шаман. Да даже пусть первого придет. Я тогда продам котла, поставлю Зевса и продам этого бога. Ну да. Короче, сделаю так блок сейчас. Куплю вот этого бога. Почему я сейчас оставляю агр? Вот, чтобы вы понимали, почему я сейчас оставляю агр. Этот агр может забайтить на себя всех кунг-фу. Это первое. Второе, я буду чувствовать себя намного лучше. Потому что когда я забачу всех на себя кунг-фу, они будут бить и ТТТМ, а не меня. Вот видите? Все. Так игра намного ярче смотрится. Вот объективно, так игра намного ярче смотрится. Но есть одна панда, которая просто развалит тебе всю синергию, и ты делай, что хочешь. Потому что она сейчас не агрится, не байтится, ничего, и все. Невозможно. Ну, невозможно. Я немножечко пилил на одном месте того чувака, который делал баланс этой игры, конкретно сейчас. Даже не знаю, ну... Мне нужна ЦМ-ка просто, и котел мне нужен. Пусть 4 бога тогда стоит, не знаю. Вот это вот уберу вот так. Я ничего больше сделать не смогу. Ну, сейчас посмотрим. Свен.
Ну вот, он агрит на себя как бы неплохо, да? Сильный агрит. Может, я бы выставил все тотемы сейчас. Если придет, наверное, сейчас убийца первого грейда, вот этот, который через... Как их там? Как это вообще сильно? Через горны. То, может быть, реально получится как-то вынести их полегче, побольше, получше. Не знаю. Пока какая-то, ну, пахнет чем-то, ну, неправильно. Эффективно. Попахивает каким-то, ну... Не тем, чем надо. Но я тогда не могу горн выставить никаким образом. То есть, даже так и так, то есть, я не могу выставить горн. Шар бездны мне вообще нужен? На самом деле, мне не особо нужен. Этот шар бездны. Ой, там суммон пеньков есть, кстати. Я только что обратил внимание, что там суммон пеньков. О, Хекси постоял, отлично. Так, 2 раза медуза скастила. Так, стянули, окей. Окаменение, окей. Давай, 3 зевса, 3 зевса в тройку, отлично. Энигма, отлично. Все, я вынес этого чувака. Давай, сколько минус? Минус 34. Но это мне повезло. А больше ему повезло. Он не приходит. Странно как-то приходит. Вот Честер на самом деле очень сильный. У него чернокнижники кунг-фу меня просто разорвет. Что бы я ни делал, он меня просто разорвет. И это огорчает немного. Реально огорчает. Так, давай тебе этот скилл закинем. Может, ты реально сейчас там кастанешь так супер сильно. Тут просто есть кунг-фу. Еще один. Вот этот. Кунг-фу шаман. Придут ему получше шамана. Все, я откисаю. А он тоже через горн играет. Вот это плохо. Я откину. Откину куда-то сюда его. Может, он чтоб кастил получше как-то. Я просто сейчас ничего не могу. О, Честер пришел. Класс. Классный рефрешер сработал только что, если что. Ну, хотя бы горн на себя загрел. Хоть нет. Я его и проиграл, да, сейчас этот раунд. Очень круто. Не, может, и вынес. Вынес! Я каким-то образом его вынес. Эх. Там... Раунд с мобами. А я паролил. Ну ладно. Не знаю, может, если бы Зевс мне сейчас в двойку пришел, было бы полегче. Хан, Зевс в двойку, может быть, было бы полегче. Просто какая же у нас борьба? Где моя ЦМ-ка? Кто знает, где моя ЦМ-ка? Где моя ЦМ-ка выше уровня? Кстати, я сейчас, ребят, немножко местами поменяю. Так вот сделаю. Сейчас объясню почему. У меня сейчас этот персонаж самый сильный. И чтобы вы понимали, на него прилетает магическая цепь. И все остальные шаманы у меня стоят АФК. Поэтому мне нужно поменять этот момент. Я сейчас как бы поменял. Так, окей, этот пришел шаман. Так. Сейчас я успею к шмоткам прийти. Спасибо. Ладно, это, конечно, все очень круто, но... Понятно. Ладно, мне нужно улучшение здесь и сейчас. Так, тоже магическую цепь возьму. Она дает плюс 40 маны, это я уберу. Это я закину. Эти предметы заберу. Это заберу, это заберу. Это. Хекс, отлично. Я смогу прям очень много контроля выдавать. У меня никто не выдает столько урона, как выдает другой персонаж, вот этот. Поэтому, в принципе... Так, отлично. Хекс прилетел. В принципе, более-менее все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Но там очень сильный, кстати, Гирыч. Классно, он мне вынес.
Ой, спасибо, игра. Повезло так повезло. Чистый урон он сделал. А чё тогда Кира прилетела, точнее, чё тогда в Ведьмака прилетела вот эта тема? Почему не прилетела в другого какого-то персонажа? Да ты уже не нужна, ты можешь гулять лесом. Мне бы фулл горн выставить, но я просто даже не нашел этот горн ни разу, фуловый. Не знаю, короче, сейчас посмотрим. Честер. Мейн-фигуры я ему заблочил, отлично. Кстати, если мне повезет реально очень хорошо и придут со старта... все, забейте. Я ничего не сделаю. Все. В next. Это next. Удос его выиграл каким-то образом. Обалдеть. Что творится? Ладно, если честно, я просто ничего не знаю уже. Как лучше, как хуже. Может, я сделал реальный бред. Там, не, ну вот вертолетиков и К стоит, окей. Ему, кстати, видели, броня экзорцизма не сработала на него сейчас. Не сработала, почему? О, почему она не... Ну, точнее не так. Броня экзорцизма сработала, но Хекс не сняла. Почему? Иуда с каким-то образом выжил. Вы чё? То есть здесь Марси огромная. Но на самом деле сейчас все зависит только от того, насколько мне повезет с фигурами. Вот насколько сильно мне повезет реально с фигурами. Ну все, ну я даже ничего сделать не могу. Ни остановка не поможет, ничего. Классно. А сейчас экзорцизм сработал. Серьезно? То есть сейчас экзорцизм сработал. До этого он не сработал, а сейчас сработал, и мне минус 6 в лицо, да? Не, минус 5. Окей. С минус 5 я согласен. Да что ж ты сделаешь? Ну, мне Егор нужен. Мобы. Отлично. Потная катка. Я сейчас апну себе этого чувака, но все. Просто непонятно, как работает экзорцизм. Он сработал, то не сработал, то еще что-то, то еще что-то. Короче, это максимальный бред. И меня на самом деле это вообще не устраивает. Почему броня экзорцизма срабатывает через раз? Я в техподдержку этот момент вырежу и отправлю. Просто показать. Один раз он сработал, один раз нет. Пусть распишут, как оно работает. Потому что это непонятно. И мне нужен, кстати, обезоруж 3-го тира, чтобы я... ну он все равно не сработает, потому что там... Ну, ладно. Да. Ну, кстати, фулл горн могу выставить. Ради теста я бы выставил. Но смысл? Вот броня экзорцизма тоже у меня, кстати, есть. Знаете, что мне нужно? Хекс 5-го тира. Мне нужен хекс 5-го тира. Хекс. Еще один. Вот так. Есть сейчас огромные шансы, что я смогу выиграть. У меня 2 хекса. Хекс 5-го тира работает, если что, сквозь броню экзорцизма. И это невероятная имба. Ой-ой-ой, какой же бред. Я проиграл. У меня максимально плохие чуваки попались. Максимально, боже. У меня какой-то бесполезный ТБ появился. Боже мой.
Короче, когда ты играешь на шаманах, вот ты сидишь как на иголках, знаешь? Потому что если тебе, ну, максимально бесполезные персонажи появятся... Вот знаете, как это происходит? Смотрите, вы играете на шаманах, вы каких-то там Траксу, Луну получаете, либо что-то еще. Когда против вас чувак играет на шаманах, он получает себе 10 тысяч личей с 3-го уровня, 10 тысяч зевсов, 3000 миллионов этих лун-друидов, которые через 2,5 секунды превращаются, а мишки остаются. То есть, короче, когда ты играешь на шаманах, тебе какая-то, ну, мягко говоря, хрень приходит. Когда против тебя играет чувак на шаманах, ему приходит все как надо, 10 личей и тому подобное. И в этом, как-то, знаете, нотка баланса вообще не ощущается. И, кстати, я что-то даже, если честно, от последнего боя я не увидел импакт от своего Зевса в двойку. Я его как бы апнул, шмотки хорошие, все есть. А, наверное, знаете как? Броня экзорцизма сняла хекс с шаманов, а с посоха вот это 5-го грейда не сняла. Надо, кстати, обратить на это внимание, и реально ли это так произошло. Если он развеивает, то все окей. Если нет, то нет. Ну, короче, по поводу Зевса, как-то странно было. Поэтому боги, шаманы для меня вышли странные. Наверное, все-таки лучше выставить было фулгорн. И, может быть, под фулгорном было бы все неплохо. Реально стоило попробовать. Убрать просто вот этого демона. А, я бы не мог убрать. Мне бы надо было лишиться кого-то из... Наверное, Зевса надо было убрать и реально поставить просто фулгорн. Если бы получилось, то было бы что-то. Ну, можно было бы ЦМ-ку еще брать, но без ЦМ-ки шаманы долго бы не прожили. Реально стоило попробовать, потому что фулгорн, он как бы имеет шанс, что обезоружит всех. То есть там есть вот тотем агрит один, разоруживает на 1,5 секунды, 60%, ну 50% шанс. А тут 200 магического урона и оглушает их на 5 секунд. Наверное, все-таки действительно надо было фулгорн поставить. Я все равно проигрывал. Не повезло. А в одном бою повезло. Ну, короче, как-то так. Но тем не менее, кстати, видели, он выиграл на кунг-фу гирокоптера, который, ну, извините меня, был не маленький. С такими шмотками. И с сердцем этим. Там было 700-800 урона, он просто всех разваливать должен был. Но это баланс этого патча, поэтому... Думаю, катка понравится. Очень потная катка. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.